Привет, меня зовут Михаил, и я очень люблю еду. Я сегодня страшно горд, потому что это видео, первое видео про русскую еду, и я его делаю специально для Slow Food. Кто не знает, загуглите, ссылка в описании. И у меня сегодня в гостях мой старый друг Виктор Майклсон. Витя. Виктор лидер московского конвениума Slow Food «Улитка». И ты что-то принес? Да, я принес бутылку русского вина. С улиткой? Да, с улиткой. Шато Пино. Да, Шато Пино. Шато Пино. У них улитка на логотипе, и они нам предоставили бутылку вина, которая называется «Колдун». Колдун – это гора, которая расположена в Новороссийске. И на склонах этой горы растет виноград, из которого, собственно говоря, делается это прекрасное вино. Я справился. Молодец. Наливай. Короче говоря, бефстроганов. Вырезка. Сметана. У нас сегодня козельская сметана. В России нету блюда без горчицы. У нас ядреная горчица, не просто русская. Горчица, да. Лук, шампиньоны. Но это, видимо, дань французской кулинарии. Только соленые огурцы, никаких маринованных. Да? Ведь ты знаешь, да, что бефстроганов делается только с бочковыми солеными огурцами, без каких-либо, без уксуса. Огурцы должны быть без уксуса. Давай, попробуем колдун. Давайте попробуем колдун. Да. Слушай, колдун. Ну, такое оригинальное вино. Все очень просто. На самом деле, кажется страшным. Просто. Начинаем с того, что мы режем огурцы. И режем мы их брусочками где-то 3-4 миллиметра. И еще половинку я возьму. Да. Ну, здоровые довольно. Здоровые огурцы. Угу. Так. Выламываем ножку шампиньона. Я возьму лимон, потому что я не хочу, чтобы шампиньоны потемнели. А если сбрызнуть шампиньоны лимоном, и режем так же, как мы резали огурцы, примерно 3-4 миллиметра. Лимон. И вот так вот поливаем, чтобы у нас грибы не потемнели. И третье, лук. Нам на это количество нужно половину луковицы. Есть споры, как его резать. Некоторые шинкуют мелко, там, кубиками, да. Я считаю, что все должно быть единообразно. Поэтому лук я порежу полукольцами, чтобы он повторял форму огурцов. Так что, slow food – это за здоровое питание или что? Slow food – 3 принципа. Еда должна быть в первую очередь вкусная, еда должна быть чистой, и она должна быть честной, чтобы те, кто ее производят, получали, так сказать, честное вознаграждение за… Я вырезку тоже режу, я ее порежу такими же брусочками, полосками. Мне нужно по объему мяса столько, сколько у меня примерно овощей. Поэтому я думаю, что мне половина этого куска хватит. Будет где-то 200 грамм, 250 на двоих, более чем достаточно. И режу брусочками. Вот примерно такая вещь у меня должна получиться. Так? Есть разные теории бефстроганов. Моя теория, что мы живем в 21 веке, поэтому мы должны есть мясо правильно приготовленное. Я стремлюсь к тому, чтобы в итоге мясо у нас было medium. Я разогреваю плиту. И начинаю я с того, что я пассерую лук. Мы делаем такую легкую пассеровку, он должен немножко пропотеть. А Slow Food каждые 2 года проводит в Турине колоссальный совершенно фестиваль еды. Это Терра Мадре называется. Это называется Терра Мадре, что в переводе с иностранного «Мать Земля». И в этом году из-за ковида мы готовим дома. Мы готовим дома. Теперь я добавляю огурцы. Угу. То есть мало кто жарит соленые огурцы. Это правда. Это такая русская тема. Поэтому я думаю, что для многих людей этот рецепт будет чем-то интересным, надеюсь. Абсолютно. Вот еще буквально пару минут мне нужно, чтобы у меня обжарилось. И пока пассируются овощи, я включаю. Я не стесняюсь пользоваться воком, я очень люблю вок.
Потому что это прекрасное совершенно изобретение. Мне нужно быстро-быстро обжарить в очень горячем масле мясо, чтобы оно, как это называется, Покрылась корочкой. покрылось корочкой снаружи, но осталось практически сырым внутри. Потому что потом оно нам позволит сделать то, что нам нужно. Я добавляю много масла. Смотрите, у меня огурец немножко начинает приобретать цвет, и этого достаточно. Теперь я добавляю шампиньоны. Я люблю, когда шампиньоны очень еле-еле проварены. Я не люблю, когда шампиньоны, они, знаешь, когда много их жарят, они становятся вонючие. И сразу же добавляю сметану живую. Сметаны я добавляю смело, где-то грамм 300. Перемешиваю сначала это. И добавляю горчицу. Я купил горчицу ядреная, поэтому мне даже страшно. Ну как? Ядреная. Вполне, да? Она сладкая и острее, чем дижонская. Я добавлю где-то ложку. Этого будет Но достаточно. русская традиция это жесткая горчица. Это жесткая горчица, Должна быть, да. И еще я добавлю немножко хереса. Потому что херес даст сладости соусу и сбалансирует горчицу, сбалансирует кислоту сметаны. Солю мясо, перемешиваю и по половинке. Вот как. Соус убавляю. Все это адски кипит, как в китайской забегаловке, да. Но недолго. Но мы же в 21 веке живем. Мы в Всё, 21 это веке. готово. Вить, подержи мне, пожалуйста, тарелку, Давай. чтобы я тебя не это самое, не обжег. И перекладываю мясо на тарелку. Вот если ты сейчас попробуешь это мясо, просто, нет, возьми кусок, попробуй. Оно внутри абсолютно rare. Ну-ка, покажи. Да. То есть вот оно. Вот так как мы будем его доготавливать в соусе, оно станет медиум. Нет, граф Строганов, я думаю, ел тоже сырое, скорее всего. Просто в советские времена делали из дерьма, а я считаю, что самое главное не есть говно. Вот и я пригодился. И от тебя есть польза, да? Соус великолепный. Знаешь, да? Вот так вот можно свернуть. Да-да-да. Да-да-да. А пока Виктор делает самую важную часть работы, я беру мясо и добавляю его в соус. И теперь мне осталось буквально 2 минуты мясо прогреть и сделать так, чтобы оно покрылось соусом. Я немножко прибавлю огонь. Ой, живая. Ну, мы дома готовим, поэтому нормально. Перец. Соли достаточно, потому что у нас соленые огурцы. И буквально даю ему прокипеть 1,5-2 минуты. Сколько мы готовили с тобой? 20 минут, может быть. Не, 10-15. 10-15. Ну да, да. А 10. видео подрежем, будет казаться, что 3. Да, будет казаться. Вот у меня соус закипел. И это все. Вот возьми, чтобы попал огурец и кусочек мяса. Поехали. Cheers. Cheers. Ну, шикарно же. И очень это. О! Деликатное, спокойное блюдо. Очень русское. Medium rare. Medium. Это вот, я считаю, что мы достигли сегодня. И ты не понимаешь, где берется вкус, откуда, да? А вместе все работает. А я, знаешь что, попробуй эту штуку. Что это такое, угадаешь? Нет? Ну, это, безусловно, богаче вкус, чем картошка. И полезнее. Это сельдерей корневой, Ого. запеченный в духовке. Видео, ссылки по описанию, да, я это уже готовил. Забыли про укроп. Да. Но мое мнение, что он не нужен. Такой яркий зеленый цвет, он все-таки... Ощущение весны дает. Да. И
типа высокая кухня, но при этом можно приготовить дома. И такой comfort food, да, который можно есть. Постоянно ты прям получаешь удовольствие от этого богатства вкусов. Это, безусловно, высокая Сладость, кухня. кислота, острота немножко, да, от горчицы. И очень все сбалансировано. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчик обязательно. Там как-то надо специально его нажимать, чтобы он звонил. Я буду готовить еще. А вам приятного аппетита, хорошего вечера. Виктор, еще раз огромное тебе спасибо. С Спасибо тобой за всегда очень приглашение. приятно.